Привет, дорогие! Вы на канале В гостях у Хумана, ну и соответственно у меня тоже. Сегодня мы с вами приготовим запеканку из кабачков и куриного фарша. Эта запеканка просто альтернатива кабачкового торта. Но не хочется мне брать слоями на сковородке жарить. Будет запеканка. Нам понадобится куриное мясо 1,5 килограмма, кабачки 200 кг, где-то приблизительно так, лук 1 штука крупный, морковка 1 штука, зелень любая, сколько хотите, манка 120-150 грамм, чеснок 1 головка, яйца 2 штуки, плавленый сыр 2 штучки, майонез 350 грамм. Так, мне нужно смолоть лук и мясо. Так, сейчас включим мясорубочку и поедем. Вначале через мясорубку пропустим лук. И отправляем мясо в мясорубку вместе с любой зеленушечкой, какая вам нравится. Если у вас маленькие кабачки, просто натрите их на терке. Если крупные, то удалите сначала ложкой семена и натрите на крупной терке. Морковку также на крупной терке. Посолим по вкусу, поперчим, смешаем, добавим яйца. Я не отжимаю сок ни из лука, ни из кабачка. Я просто добавляю манку, и она впитает в себя всю жидкость. Все хорошо вымешиваем. Теперь оставляем на полчасика, чтобы манка набухла. Пока натрем плавленый сыр. В сыр добавим майонез и давленный или натертый на мелкой терке чеснок. Смешаем хорошо все ингредиенты. Посыпаем форму манкой. Выкладываем фарш, утрамбовывая ложкой. Все, отправляем в духовку. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на режим конвекции. Через полчаса повышаем температуру до 180 градусов и через 20 минут извлекаем. После извлечения из духовки запеканку желательно остудить. Дорогие наши гости, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о следующем видео. И мы вам будем очень благодарны, если вы будете оставлять свои комментарии и ставить нам лайки. Когда запеканка остынет, верхнюю кромку отделяем от формы ножом. Разрезаем на порционные кусочки. Смазываем майонезом с сыром и чесноком и подаем. А что вы готовите из кабачков? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Берегите друг друга, любите друг друга
И обязательно кормите друг друга. И не забывайте приходить к нам в гости.